Всем большой привет! Настало время красить корни. Мои уже отросли достаточно сильно, хотя у меня такое чувство, что я красила корни недели 3 назад, но выросли они довольно сильно. Здесь однозначно есть сантиметр. Мой родной цвет на 6 уровне. А также здесь есть небольшая такая полоска с затемнением, здесь что-то между 9 и 8 уровнем, которая осталась от не совсем удачного осветления. Вот такой краской Гарниер, номер 9.1, солнечный пляж. Что случилось-то? Эту краску я, в принципе, купила по ошибке. Я думала, что это 10.1, но... я думала, что со мной никогда такого не случится, чтобы я купила не тот номер краски. В общем, изначально-то я хотела купить 10.0, но схватила вот это. Что ж, что получилось, то получилось. Кстати, эту краску я тоже смешивала с усилителем от Капус. Чем же я буду красить волосы сегодня? Я сейчас снимаю это как эксперимент, но на самом деле я уже красилась такой краской. Garnier Color Naturals 10.0 Белое солнце. Сейчас упаковка изменилась, раньше была другая, вот такая вот. Она у меня, к сожалению, не сохранилась. Краситься я буду не чисто этой краской, я буду ее смешивать с усилителем Капус. Серия Гиалуроник, но это вообще не важно. Можно из любой серии брать. Это у меня усилитель беспигментный, 1000 номер. Такого рода усилитель можно встретить в других брендах, например, Stella аммиачный корректор 0-А. Также он может в других марках называться как бустер, усилитель, аммиачный корректор. Что еще? Не знаю. Короче. Классная вещь. Оказалась очень классная вещь. Что делает этот усилитель? Помимо того, что его добавляют в краску ниже 9 уровня, для того, чтобы поднять уровень тона, это, в общем, совсем другая история. Этот усилитель добавляется в краску для того, чтобы усилить осветляющий эффект. То есть, таким образом, мы, в принципе, можем сделать из обычной краски краску из суперосветляющей серии. Естественно, она предназначена для того, чтобы смешивать с профессиональными красителями, а именно с Капус, но моя неспокойная душа очень сильно хотела попробовать смешать такой усилитель с обычной бытовой краской. Что же у меня получилось? Я уже тестировала на себе такой способ, и я была просто мега довольна, потому что корни поднялись до чистой десятки, без всякой желтизны. Никакие корректоры я на тот момент не добавляла. Поэтому сейчас я хочу повторить этот же эксперимент на камеру, и вы сами все увидите. Какие будут пропорции смешивания? В Garnier Color Naturals идет тюбик с краской. Здесь 40 мл, но мы будем приравнять миллилитры к граммам. 40 грамм краски, оксид 60 мл, 60 грамм. Небольшой лайфхак, как в Garnier различать, сколько процентов налито в баночке с оксидом. Здесь в конце есть шестерочка. Это значит, что здесь 6%, собственно. Вот и все. Вот и весь секрет. В идеале в профессиональных красителях краска с окислителем смешивается 1 к 2, поэтому и сейчас общую суммарную смесь мы будем приводить к такой пропорции. Такой усилитель рекомендуется добавлять около 10%. В общем, главное правило — не использовать этот усилитель соло, то есть нельзя взять чисто этот усилитель, смешать с оксидом и нанести на корни. Такого делать нельзя. Минутка математики. 40 грамм краски плюс 10 грамм усилителя. Получается 50 грамм краски, грубо говоря. На 50 грамм краски нужно 100 грамм окислителя. В этом тюбике у нас 60 грамм окислителя. И я буду добавлять дополнительно Капус Гиалуроник, окислитель 12%. Как посчитать, сколько нужно окислителя 12%? Мы берем 100 грамм оксида, из них вычитаем 60 грамм, которые у нас уже есть. Получается, нужно будет добавить 40 грамм вот этого окислителя. Все. Я подготовила смесь. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что я делаю сейчас, осветляю корни на чистые волосы. То есть я сегодня днем помыла голову и сейчас буду на чистые корни наносить, чтобы лучше осветлилось. Я, кстати, немножко изменила смесь. Я добавила не 10, а 15 грамм усилителя и, соответственно, в 2 раза больше окислителя. Начинаю с вот этой зоны. Немножко захожу на предыдущий волос.
Ну все, эту часть я нанесла, теперь нужно прокрасить заднюю часть. Здесь было закреплено у меня заколку. Теперь я буду пытаться прокрасить все, что сзади. Пойду я это делать в ванной и буду делать как? Буду проходиться рядками и разделять прям пальцем рядки, так сказать, и на ощупь уже промазывать все это дело. Как я наношу обычно краску, можете посмотреть вот в этом видео. И все, я полностью нанесла краску. Что хочу сказать по поводу такого способа нанесения, когда сначала наносишь на переднюю зону, на коммерческую, так сказать, а потом на заднюю. Это намного сложнее, хоть и намного эффективнее будет выглядеть, то есть намного круче, когда у тебя на 100% хорошо осветлена вот эта вот вся видная часть головы, и при этом не особо-то важно, что у тебя в самой толще волос, да. Но наносить намного сложнее, потому что когда наносишь сначала спереди, а потом очень сложно определить, что тебе нужно прокрасить сзади, и волосы уже сложнее разделяются. Поэтому я делаю вывод такой. Самый, наверное, лучший способ накрасить волосы самостоятельно — это сначала проработать. Я думаю, что вот эту вот часть, да, то есть тут раз, два, три, где-то 3-4 ряда по пробору сначала, на передней части волос, потом пройтись по контуру немножко, вот по этому контуру буквально. После этого вернуться все-таки и полноценно прокрасить заднюю часть волос, и уже после всего этого вернуться на переднюю часть волос и прокрасить все остальные ряды, которые у нас вот здесь вот сбоку находятся. Я думаю, что это самый удобный способ. В следующий раз я попробую именно так. Вот, а сейчас я засеку 20 минут, и через 20 минут посмотрю, что у меня с волосами. У меня сейчас ничего не печет, я убрала краску с ушей, и немножко я сзади себе шею замазала. Все, теперь можно сидеть, ничего не печет, не жжет, никаких дискомфортных ощущений нету. И краска, в принципе, в нос не бьет, абсолютно стандартно. Хочу сказать, что уже видно, что процесс пошел, и довольно-таки быстро все получается. При этом никакого ада на голове нет. Полностью всю краску на волосы я нанесла где-то за 15 минут. Наверное, быстро. Все, жду отложенного времени и буду смотреть результат. Кстати, забыла сказать важный очень пункт, что я старалась очень тщательно наносить, очень жирненько наносить краску на волос. Особенно вот в эту часть волос и, собственно, сам пробор. Очень важно сохранить во время всего процесса осветления краску на волосах, потому что она может немножко подсыхать, а если она подсыхает, значит, ей не хватает влаги, она слабее работает, и плюс ко всему все осветляющие продукты, все краски, они действуют так, что если им не хватает воды, то они будут высасывать воду из ваших волос. То есть, как результат, вы смываете весь состав, все отлично, но у вас почему-то сухие волосы. Это все потому, что вы пытались разносить краску очень тонко, как бы размазывать и максимально, чтобы ее хватило. Но лучше уже взять 2 пачки и потом часть смеси выбросить просто. Чем просто выйдет так, что не получится никакого результата. Я сейчас выжду 20 минут, уже показывать это не буду. Немножко счищу краску, посмотрю, насколько осветлился волос, и если все окей, то, наверное, еще минут 10 подожду и буду смывать. А если еще ничего не готово, то мы, в принципе, имеем право держать состав до 50 минут примерно на голове. У нас получилось ориентировочно 9% окислителя, и уже полноценный результат я сниму завтра при дневном свете, потому что сейчас уже 8 часов вечера и на улице темно. Ну что, девочки, доброе утро, девочки. Погода у нас прекрасная. Кайф. Показываю, как у меня осветлились корни. Цвет абсолютно сравнялся, то есть корни с предыдущей длиной сравнялись вообще отлично. Причем я суммарно держала краску минут 35, и уже потом шла смывать. Хотя могла, в принципе, подержать и
50 минут где-то. И я думаю, что были прям вообще белесые корни. Ну, я решила просто посмотреть, что получится, если подержать всего 35 минут. И вот. Результат отличный. Получилось, в принципе, точно так же, как и когда я осветляла на двенашке Капус. Супер осветляющая серия, был 901, по-моему, номер. Отмечу, что в этой краске у меня оксид вышел около 9, точнее, это даже 8,7, если посчитать математически. И вообще классно. Смотрите. Покажу поближе. Камера немножко ярче делает, конечно. В общем, я осталась довольна. Если вы оказались в такой ситуации, что у вас нету под рукой ваши любимые краски профессиональные, можно просто про запас иметь тюбик с усилителем и, ну, соответственно, оксид, лучше двенашку. И у вас все получится. А я такая красивая. Сейчас пойду снимать на свой второй канал. Очень интересное видео. Приходите, подписывайтесь. Всем пока.